В этом выпуске я расскажу о том, как я посетила звездный ресторан «Красота», в котором был самый известный ютубер мистер Бист, королевская семья и я. Я расскажу весь путь от покупки билетов до завершения вечера. И сразу скажу, не все пошло по плану. В какой-то момент начался скандал, но все закончилось хорошо. В общем, сейчас я расскажу, все покажу. Поехали. Давай расскажу, как это было. В общем, когда я жила в Москве, на этом все. Когда я жила в Москве, мне как-то попался этот ресторан, и я наблюдала по Инстаграму за ним, и очень хотела туда попасть. То есть это настолько была классная картинка, интересно, необычно, то, что для России это такой не типичный формат, что зацепило, да, то, что можно посмотреть какое-то шоу будущего. И в момент думаю, ладно, посмотрю, сколько оно стоит, возможно, можно забронировать, пойти на какой-нибудь праздник. Но когда посмотрела, то есть мои ожидания были там в каком-то меньшем диапазоне, но оно стоило где-то 30 тысяч рублей на тот момент, и это было супер дорого. Поэтому это отложилось, но желание и какая-то мечта сходить туда, она осталась. Как-то меня спросили, есть ли у меня виш-лист мест, куда я хочу сходить, и я задалась этим вопросом и решила составить виш-лист все, куда я хочу сходить в Дубае. Ну, там, исходя из Инстаграма, исходя из Пинтереста, из каких-то картинок, которые были в моей голове. И когда я составляла этот виш-лист, я вспомнила про этот ресторан и думаю, поищу-ка, а вдруг он есть в Дубае. И, кстати, он тут есть. Соответственно, я внесла в этот список. Это было, когда я только приехала, 1,5 года назад был составлен этот список, и он, соответственно, хорошо лежал в моих заметках. И в какой-то момент я шла по... не прямо я шла по этому списку, так как получалось, что из этого списка какие-то желания исполнялись, какие-то отходили оставались там на дальний план относились. У меня был день рождения летом. Прошло какое-то время, и мне на почту на имейл приходит уведомление о том, что вам подарили сертификат на ресторан «Красота». Я такая, что? Да, не может быть. Это очень круто. Это подарила мне моя подруга, зная, насколько сильно я хочу посетить этот ресторан. Сертификат выглядел очень красиво. Даже, в принципе, сам сертификат уже, не знаю, задавал какой-то тон данного мероприятия. Чтобы ты понимала, насколько я хотела посетить этот ресторан, у нас время от времени с коллегой был спор на то, кто сильнее похудеет. И приз в данном споре, то есть выигрыш, то есть кто сильнее похудеет, тот оплачивает, получается, данное посещение ресторана на 2 людей, то есть меня и коллегу, или наоборот, на коллегу и меня, в этот ресторан. И мы каждый раз, 2 раза так было, мы каждый раз, соответственно, худели либо одинаково, либо не худели. Вот такое, ничья была, но желание все равно осталось. Когда, в общем, получила это уведомление на e-mail, я была безумно рада, это было очень приятно. И оставался вопрос только в том, когда мы туда сходим и когда это увидим вживую. И мы не нашли лучше времени, чем пойти прям накануне Нового года. В общем, там есть 2 варианта ужинов. Они в 2 форматах идут. Один в стиле будущего, а один в стиле, по-моему, классических каких-то картин. Не буду врать, как он называется, но, в общем, для себя я выбрала стиль будущего, потому что это необычно, это прикольно. Картины тоже, скорее всего, классные. Я надеюсь, что мы на них тоже сходим, но как-то стиль будущего мне больше понравился, исходя из визуала на сайте. Но потом в моменте, когда присылают перед посещением меню, я поняла, что я забронировала не то меню, которое хотела, потому что во втором варианте было мясное меню, то есть где курица, мясо, а вариант, который я забронировала, была рыба. А рыбу я в этой жизни вообще не ем. В принципе. Когда уже все было подтверждено, смс-ка пришла мне на WhatsApp. Там, кстати, был прописан дресс-код. Там было прописано, что входит, что не входит. Также уточняли, какие напитки кто пьет, то есть кто-то софт-дринки, то есть алкогольное, безалкогольное. Это уточняли заранее, чтобы под каждого гостя было приготовлено. Ресторан находится в локации адрес Даунтаун.
Это, по-моему, самый центр. Не по-моему, а точно центр, где Дубай-опера, Бурдж-Халифа. Очень классный вид, очень красиво. То есть там даже въезд на Дубай-молл и въезд на адрес даунтаун. Все, я готова уже выезжать в ресторан. Красота Дубай. Остался только последний штрих. Это The Hitcham Fort Lost Cherry. Их осталось, я не знаю, наверное, чуть-чуть уже. Но я их прям люблю. Ой! Когда мы подъехали, соответственно, нас валют паркинг припарковал машину, мы зашли вовнутрь. Мы, кстати, вот в этом была маленькая сложность, что когда ты заходишь, у тебя нигде нет указателей, где находится ресторан, а адрес большой, у тебя там, точнее, несколько входов, 2 для жителей апартаментов и 1 для жителей, если не ошибаюсь, для жителей отеля. Мы, в общем, подходили к людям, спрашивали, где этот ресторан, и только, наверное, с 3-го раза нас в итоге там чуть ли не за ручку довели до этой двери, потому что там он где-то за какими-то дверями тоже. То есть представь себе, это дорогой ресторан, сумму я назову позже, который имеет звезду Мишлен. Если не ошибаюсь, они получили в 2024 году. На минутку попендриваюсь. У меня это, по-моему, 3-я или 4-й ресторан. По-моему, 4-й ресторан, который есть в гиде Мишлен. Да, могу себе позволить, что. Но при том, что даже при большой стоимости и при звезде Мишлен мы с трудом его нашли, и то через подсказки людей, которые там были. Мы зашли вовнутрь, нас встретили, я думаю, как и везде, хостес. И там из такого ажиотажа было то, что ты заходишь, у тебя сначала занавески, ты не видишь и попадаешься за этой занавески посмотреть, что же там нас ждет. Нас, соответственно, проводили в зону ожидания и предупредили о том, что нам надо будет подождать примерно полчаса. Не то, что подождать, а это время, за которое нам подадут закуски, нам подадут, такие аппетайзеры. Соответственно, как предыдущая группа закончит, они все подготовят и нас пригласят. Что я отметила, что мне больше всего понравилось, что зацепило мое девичье такое сердечко, это то, что стены были в блесках, розовые блесках. Представляешь, это для меня, и просто я обожаю блески, я обожаю розовый цвет, как так совпало, и блески, и розовый цвет. И тут стена вся в блесках, все в блесках, и такой мягкий цвет, все очень было прям вот по моей душе. Нам очень понравилась форма от стафа, то, что это было в каком-то таком русском стиле, не знаю, там в стиле а-ля Распутин или что-то такое. И нам начали в моменте выносить закуски. Я не помню, как они называются, но, в общем, они были маленькие на каждого человека. Интересное сочетание, прикольные, необычные. Их сложно сейчас мне рассказать, что из чего состояло. Это многосложно, но очень интересно. Могу отметить то, что я заказала фирменный коктейль безалкогольный «Красота». И меня просто, не знаю, я такие мелочи просто замечаю, мне такие мелочи очень нравятся. То, что на льду было выбито прям вот красота слова. Но это было только начало. Это была не основная вся композиция. Дальше нас ждало, соответственно, само шоу. В моменте просто официанты по какому-то там, знаете, как бой курантов был. Они выстроились все в ряд перед этой дорожкой. И, соответственно, нас проводили в зал, где мы будем ужинать. Сразу мы отметили то, что круглый красный зал, какая-то как будто бы такая тайная комната, и мы все участники тайного собрания, потому что такой приглушенный красный свет. За каждым местом положено было меню и указано имя гостя. То есть ты искал свое место, исходя из имени. Значит, мы садимся за стол, тайная вечеря, все прикольно. И вот с этого момента начинается все шоу, когда закрываются двери, включаются экраны, и вот это наступает эффект вау. Все, шоу началось, соответственно, из того же момента, то, что когда мы пришли, сначала все сидели, то есть все посмотрели на стол, классно, круто, включились экраны, все начали сидеть в своих телефонах, но когда началась подача первых блюд, все, соответственно, уже переключились на шоу, смотрели на подачу, на историю, которую рассказывает официант, и на картинку, которая вокруг. И, соответственно, все убрали телефоны и начали уже включаться в шоу, слушать, смотреть и восхищаться каждой подачей, которую
приносили. Далее подавали блюдо за блюдом. Из классного, что я могу отметить, это то, что официанты каждый раз на каждую подачу одевали разные костюмы. Они были в стиле того, что показывали на экранах. Тема была это из жизни на Земле. Произошел апокалипсис и, соответственно, этап возрождения. То есть все эти 2 часа вот у нас был период, когда все цветет, все расцветает, все классно, любовь. Потом это все люди губят, наступает апокалипсис, и потом этап возрождения. Это прикольно. И это все в перемешку, ну точнее, в симбиозе с подачей блюда. То есть каждое блюдо описывала историю, которую мы смотрели на экране. И из того, что прям вот мне запало в сердечко, это приборы. Они были прям восхитительные. Там были под каждое блюдо каждые приборы, и они вот были в стилистике. Вот было классно из апокалипсиса момент, когда у тебя типа такие проржавевшие, ну якобы, понятное дело, что все чисто начищенные были, как будто проржавевшие такие в коррозии вилки и нож. Это прям так было в тему. У каждого официанта на плече была такая имитация головы зверя. То есть у кого-то была лиса, у кого-то была сова, и у кого-то, не знаю, волк. И это все со свечающимися глазами. Короче, мы еще такие, типа, интересно, факапы будет или нет. И вот у одного из официантов в момент подачи блюда, то есть он, видимо, как-то наклонился и этой головой завидел гостя. И гость потом... видимо, пережил, но скандальчик небольшой устроил в конце. Срочное включение, получается, из-за того, что я снимаю вечером после работы, свет близко садится, то картинка становится темной, и я подумала о том, что лучше будет, наверное, ставить, типа, днем при солнечном свете, поэтому сегодня я уселась на балконе, просто такой локации. Я уже, наверное, рассказывала о том, что у нас было 8 курсов, то есть 8 подач блюд разных. Сейчас беру случайности в кавычках, вы попали на ужин, где, соответственно, в основном рыбное меню, точнее, наверное, 5 блюд здесь не было рыба. Из того, что мне понравилось, наверное, больше всего, соответственно, это был местный рулет, неудивительно, и десерт, который был в подаче. Подача, я рассказывала, нет, прикольная, короче, была подача, мы стоим, типа, яичко дракона, не знаю, как это называется. Это все в момент, когда была визуализация цветочков, то есть такая прям вот легкая атмосфера, и на этом яичке была шоколадная бабочка. Точнее, она не шоколадная, бисквитно-шоколадная бабочка. И не все сразу догадались о том, что ее можно есть. Обратила внимание, что у кого-то нет бабочки, а у кого-то есть. Я сижу, думаю, так, а почему кому-то подались бабочкой, а кому-то нет? И потом логическим путем догадываюсь о том, что, скорее всего, она съедобная. И методом просто, попробую. Я ее отламываю, это действительно бисквит, съедобный, все, и, соответственно, говорю своему другу, он тоже съедает. И вот так по цепочке начинают тоже все такие, да, она съедобная, и начинаю есть. Из того, что мне пришлось поделиться, пошериться со своим другом, это был бургер с крабом. Нет, я не зажралась, я просто не люблю морепродукты, поэтому бургер с крабом, когда я откусила, поняла, что это не мое, и он, соответственно, переехал в соседнюю тарелку, и там с радостью что съели. А второй был бургер с мясом, слава богу, я его съела. Нет, был одно блюдо, которое мы не съели, это был баклажан. Он подавался в белой коробке, и открывается так красивая подача, все классно. Ты не понимаешь, пока ты не попробуешь. И, соответственно, когда мы начинаем пробовать, мы понимаем, что это запеченный баклажан, и он не супер вкусный. И, наверное, это единственное блюдо, которое мы не доели, такие, окей. Но за счет того, что есть картинка, есть звук, есть все вот эти атрибуты, это все как бы сглаживается. То есть по итогу вечера у нас не было такого, чтобы мы вспомнили, баклажан добрый. Нет, такого не было. Все остальные детали, которые они проработали, наверное, вот эти мелкие факапы какие-то, они все перекрывают. Что я хочу сказать в заключение про посещение ресторана «Красота» и стоит ли его посетить. Однозначно стоит посетить, потому что это будет, мне кажется, незабываемое в вашей жизни. Стоит ли накопить на это денег? Я уверена, что стоит. Я уверена, что стоит, потому что мне кажется, что классно посмотреть на то, как обычно там ужин или прием пищи будет
может настолько колоссально запомниться, отложиться вам в памяти, мне кажется, вы будете вспоминать об этом всю жизнь. Мне кажется, вы покупаете не ужин, а вы покупаете впечатление. Потому что ужин, просто поесть — это не сама цель, а именно в таком формате увидеть, погрузиться, ощутить, навряд ли это такое, просто что-то по ресторану. Мне кажется, это просто еще тот ресторан, про который потом хочется рассказывать всем друзьям, а девочки, которые, допустим, хотят своей подружке солить, то это прям вот общее, потому что я была в красоте, в которой были шейхи, были суперизвестные блогеры и много селебрити, что галочка. Что ты думаешь про ресторан «Красота»? И если ты туда ходила, то было бы интересно узнать твое впечатление. Расскажи в комментариях, как прошел твой экспириенс, и, может быть, у тебя были интересные и классные истории, связанные с этим рестораном.